Эпикур на канале Физмат. Не бойся смерти. Пока ты жив, ее нет. Когда она придет, тебя не будет. Не порти впечатление от того, что имеешь, желая того, чего у тебя нет. Помни о том, что когда-то ты лишь только надеялся получить то, чем обладаешь сейчас. Если в жизни ты сообразуешься с природой, то никогда не будешь беден, а если с людским мнением, то никогда не будешь богат. Всегда работай, всегда люби. Люби жену и детей больше самого себя. Не жди от людей благодарности и не огорчайся, если тебя не благодарят. Наставление вместо ненависти, улыбка вместо презрения. Из крапивы извлекай нитки, из полыни – лекарства. Нагибайся только за тем, чтобы поднять павших. Имей всегда больше ума, чем самолюбие. Спрашивай себя каждый вечер, что ты сделал хорошего. Имей всегда в своей библиотеке новую книгу, в погребе полную бутылку, в саду свежий цветок. Ничего нет страшного в жизни тому, кто по-настоящему понял, что нет ничего страшного вне жизни. Для получения больших наслаждений необходимо себя ограничивать. Если ты хочешь сделать кого-то богатым, нужно не прибавлять ему денег, а убавлять его желания. Поблагодари мудрую природу за то, что нужное она сделала легким, а тяжелое – ненужным. Всем желаниям следует предъявлять такой вопрос: что будет со мной, если исполнится то, чего я ищу вследствие желания, и если не исполнится? Глупо просить у богов то, что человек способен сам себе доставить. Пусты слова того философа, которыми не лечится никакое страдание человека. Как от медицины нет никакой пользы, если она не изгоняет болезни из тела, так и от философии, если она не изгоняет болезни из души. Величайший плод ограничения желаний – свобода. Жизнь глупца безрадостна и полна страха, потому что он все откладывает на будущее. Мудрый выбирает себе друга веселого и сговорчивого. Счастье – это вытеснение страдания и беспокойства.
конечная цель блаженной жизни, телесное здоровье и душевная безмятежность. Вера в бессмертие родилась из жажды ненасытных людей, безрассудно пользующихся временем, которое природа отпустила им. Мудрый найдет это время достаточным, чтобы обойти весь круг достижимых наслаждений, и когда наступит пора смерти, насыщенному отойти от стола, освобождая место другим гостям. Для мудрого достаточно одной человеческой жизни, а глупый не будет знать, что ему делать с вечностью. Бог или хочет уничтожить зло и не может, или может, но не хочет, или не хочет и не может, или хочет и может. Если он может и не хочет, он завистлив, что равным образом далеко от Бога. Если он хочет и не может, он бессилен, что не соответствует Богу. Если же он не хочет и не может, то он и завистлив, и бессилен. Если же он и хочет, и может, что только подобает Богу, то откуда зло, и почему он его не уничтожает? Лучше не бояться лежа на соломе, чем быть в тревоге на золотом ложе. Беда глупости еще и в том, что она все время начинает жизнь сначала. При философской дискуссии больше выигрывает побежденный, в том отношении, что он умножает знания. Не избегай делать мелкие услуги. Буду думать, что ты также способен и на большие. Лучше с разумом быть несчастным, чем без разума счастливым. Живи незаметно. Он считал, что более всего следует дорожить душевным покоем, максимально оградив себя от волнений и, конечно же, от государственных дел, которые требуют много усилий и приносят мало удовольствия. Спасибо за просмотр.